Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Золотарев Петр Сергеевич. Петр Сергеевич, а расскажите, пожалуйста, в каких должностях вы работали в ЮКОСе с 1999 года по 2004 год? Я возглавлял управление консолидированной финансовой отчетности и планирования компании. Потом был финансовым директором ЮКОС РМ, потом первым вице-президентом, потом исполнял обязанности президента ЮКОС РМ и членом правления ЮКОСа, НК ЮКОС. Скажите, пожалуйста, а ставилась ли перед вами когда-нибудь задача скрыть информацию или ввести в заблуждение аудиторов? PricewaterhouseCoopers. Нет, конечно, не ставилась. Это абсолютно очевидная ситуация. Она звучит даже нелепо, что такая задача могла бы ставиться. Так что для меня это очень странная даже постановка этого вопроса. PricewaterhouseCoopers очень известная компания, можно сказать, номер один в мире. Много лет занималась аудитом нефтяной компании ЮКОС. И через несколько лет отказалась от своих аудиторских заключений. Как-то можете это прокомментировать? Ну, на самом деле, то, что сделал Прайс, это вполне вписывается в определенные, так сказать, скажем так, профессиональные нормы, потому что если открываются какие-то факты, которые не были до сих пор известны, позитивные или отрицательные, но которые могут носить существенный характер, в принципе, компания отзывает свои предыдущие заключения и в новом периоде вносит соответствующие корректировки или оговорки. Коллизия заключается в этой истории в том, что отозвать-то они отозвали, но должен был выйти новый отчет, но он не вышел, его, так сказать, не было. Поэтому сложилось такое ощущение, что они просто отказались от всего. Так не бывает. В нормальной практике отзыв заключения — это еще не конец истории, это дополнение, потому что в прошлом вы ничего поменять уже не можете. Бухгалтерская отчетность, как и аудированная, это уже замороженная история, там ее нельзя менять. Но в новом периоде, при вскрытии новых фактов, обязательно это отражается. Ну вот в этом и есть коллизия. Мог ли Михаил Борисович Ходорковский присвоить все нефтепродукты или средства от их реализации вообще? Ну, на мой взгляд, в том уровне контроля и качества процессов, который был налажен внутри компании, и том уровне внешнего аудита, корпоративных процедур, которые были внедрены, это было невозможно. Так что это, в общем, звучит странным очень. Но вот если вдруг это все-таки произошло, как и где это могло бы отразиться? Ну, там столько уровней контроля, начиная даже с процесса планирования, распределения направлений, логистики, такое количество профессиональных людей работало, и такое качество процессов было, да и компания, в общем, была одной из самых эффективных, что, в общем, это обязательно стало бы гласным, известным. Компания просуществовала 10 лет, и это не стало таковым. Поэтому я, так сказать, как-то мне даже странно комментировать эту историю. Вот, что-то такое неординарное. Сегодня говорили о разнице цен на узле учета и цен в Роттердаме. Вот расскажите, пожалуйста, мог ли ЮКОС платить своим дочкам Самаре нефтегазу, Томску, Юганск нефтегазу по ценам Роттердама на узле учета? Если бы он заплатил, то что дальше бы произошло? Ну, это невозможно, потому что дальше идет большое количество различного рода накладных расходов, связанных с транспортировкой, логистикой, перевалкой, администрированием, налогов, потом сами затраты, связанные с реализацией, плюс сами затраты, связанные с пошлинами. Поэтому, в принципе, это невозможно. Да и потом 100% нефти никто никогда не реализовывал. В лучшие периоды 30 с небольшим, 36% от производимого сырья можно было реализовать. ЮКОС был лидером по объемам реализации на экспорт, потому что активно использовал и железнодорожный транспорт, активно использовал на восточном направлении, активно использовал водный транспорт, река, море. Так что там, так сказать, но все равно это 100% невозможно реализовать.
Остальная нефть поступала на нефтеперерабатывающие предприятия, перерабатывалась, реализовывалась. Нефтепродукты внутри страны, которые уж точно никак нельзя было приравнять к ценам европейского рынка. Поэтому экономически это выглядит некой такой, бессмыслицей. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Михаил Борисович Ходорковский, Платон Леонидович Летбелев или кто-нибудь из другие люди из руководства нефтяной компании ЮКОС принуждали вас делать что-либо незаконное, когда вы работали в своих должностях? Во-первых, Платон Леонидович при мне точно не работал, я не помню такого, в компании ЮКОС. Михаил Борисович, первый раз слышу, я первый раз здесь, в зале суда, услышал такой вопрос. Я с этим не сталкивался. Для меня это, со мной этого не происходило. С моими подчиненными, судя по всему, тоже, потому что никто из них мне об этом ничего не докладывал. Я не знаю ничего об этом. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, всего доброго.